Всем привет, дорогие друзья! Я вроде как поправляюсь, поэтому могу наконец-то приступить к альбому Арки. Почему альбому? Да потому что их, ребят, 4, и пройти мимо этого события я точно не могу. Конечно, на все 4 альбома реакции не будет, потому что это слишком много, хотя, справедливости ради, я их еще не послушал. Не знаю почему, наверное потому, что хотел именно оставить первые впечатления о новой музыке Арки именно на этот самый релиз, да, вот на эту самую реакцию. И слушать я буду третью часть, потому что по ревью и по каким-то вашим рекомендациям я понял для себя, что мне будет и слушать ее интересней всего, так как там, скорее всего, нас ждет совсем уж рубиловка, вот, я не знаю, посмотрим. Релиз Арки, Kick 1. Реакция на этот релиз набрала у меня довольно неплохое количество просмотров, и я так понял, что действительно я, видимо, один из очень-очень таких немногих каналов, которые не просто говорят о релизе Арки, но и ее слушают, то есть делают реакцию. И, естественно, пройти мимо события, когда артист выпускает 4 альбома подряд, практически за неделю, это, по-моему, за неделю, да, так и было, я пройти точно не могу, тем более я обещал все-таки. Арка выпустила 4 альбома. И что об этом говорят в интернете? Сразу 4 альбомами Арка, давно известная своими смелыми решениями в области экспериментальной музыки, подводит итог над персональной антологией вселенной Kick. Каждый из ее новых релизов имеет свою историю и отличается особым звучанием. Kick 2 скрещивает поп-музыку с реггетоном, делая акцент на жизни без страха и стыда. Kick 3, который мы с вами сегодня будем слушать, ломает звуковые ритмы и осваивается на территории деконструктива. Сквозь глич и жгучий EDM Арка достигает своего апогея на треке Ripples, подметили, да? После которого общая атмосфера начинает разряжаться. После такого звукового путешествия Kick 4 и Kick 5 кажутся сладким кинематографическим послевкусием, простым для восприятия, но гораздо сложным для понимания. И по поводу понимания, естественно, речи о текстах идти здесь не будет, я именно концентрируюсь на музыке, в данном случае уж точно. Поскольку для меня это все в первый раз очень сложно воспринимается, то, скорее всего, я свое мнение еще несколько раз поменяю. Поэтому то, что будет изображено на реакции, будет просто моей первой реакцией. Вот, потому что я вижу, когда люди прям восторгаются, я завидую, что я сейчас также восторгаюсь этой музыкой какой-то определенной, да, но при этом я понимаю, что на моей реакции этого не видно, потому что я там не восторгаюсь, я не понимаю, и только потом через время до меня доходит. Ну и в целом сама Арка говорит про всю эту эпопею так. Kick — это радужность в спектрах ширины импульса, страстное желание послушать то, как колеблется энергия от моего мысленного тела к твоему, которой я наконец поделилась. Благодарю вас, мутанты, я так понимаю, это она называет так свою фан-базу, за столько правильной любви. Я ликую, я тронута, я смиренна и извергаюсь благодарностью. В общем, да, это целое путешествие, и эти релизы отличаются своей концепцией. Мне очень нравится рассматривать обложки, одно удовольствие у этих релизов. И самое интересное, что каждый из них, в нем Kick написано слово по-разному. То есть где-то это капсом, по-моему, да, где-то это последние 2 буквы капсом, где-то оно все не капсом. В каждой главе у нас по 12 треков, в принципе, как это было с Kick 1, и здесь то же самое. Причем альбом довольно короткий, я имею в виду Kick 3, да, 35 минут 45 секунд. Вообще, испанский язык делает эту всю музыку, которую создает Арка, еще более какой-то, знаете, неизведанный, как будто бы, странный. То есть, одно дело, когда человек просто слышит это и слышит какие-то слова, знакомые ему, да, а здесь только вот единственное, по-моему, oh shit, причем, я не помню, здесь текст есть на Spotify? Да, здесь все на испанском или на каком-то языке. Прикол-то в том, что это максимально не похоже ни на то, что слушают обычно люди, причем не по языку, да, потому что все привыкли слышать английские там песни и так далее, не на стиль, потому что вот это не сразу даже и включишь. Так, тут у нас уже пошел, кстати, английский, но, если честно, мне нравится флоу. И я чувствую, что это прям разгон, и я вот ощущение у меня, как будто я что-то упустил. Почему я так говорю? Потому что, возможно, это, знаете, как синдром, вот когда ты уже знаешь, что что-то должно быть, да, и ты чувствуешь, что чего-то уже не хватает. То есть, знаешь, что у этой части есть предыдущая часть, которую я не слушал, мне кажется, что я немного упустил. То есть, как будто это такой переход, знаете, как будто включил вторую серию. Ну, в данном случае 3-ю. Ощущение, как будто кто-то стреляет.
О! Так, у меня мурашки пошли. Фух, так, давайте с вами немножечко обсудим. Совсем капельку. Во-первых, я чувствую, что здесь должно быть что-то разрывное. Вот прям разрывное, потому что это именно та электроника, которая мне нравится. Вернее как, она не такая попсовая, да, чтобы заедать у меня, чтобы я ее себе добавил и на репит заслушивал, да. Но возвращаться к этому альбому как к путешествию гораздо приятнее, чем делать это к альбомам Арки предыдущим, где там вот прям огромные какие-то проекты, которые я совсем не понял. Так, по-моему, я слышал это. Я помню, что какие-то 2 трека выходили, и, кажется, это вот этот трек я слышал. Вау! Блин, классная работа с битами. Слушайте, я не могу понять, здесь есть плавные переходы или нет, потому что от трека к треку ощущение, как будто треки разные. Ну, в смысле, понятное дело, просто я ожидал, что именно в таком очень концептуальном, да, альбоме, релизе и в целой какой-то франшизе будут именно такие плавненькие переходы хотя бы в самих частях. Ну, в целом, ладно, может быть, я их просто не слышу, может, их просто и нет. Но вот этот трек, кстати, привлек мое внимание еще до релиза, потому что, вернее, до релиза Kick 3, потому что он мне показался гораздо интереснее, чем дуэт с Сией, который я обозревал, да, вернее, который я просто слушал вместе с вами, потому что, несмотря на то, что там больше поп-материал, он не запоминается, и его как-то не хочется переслушивать, что ли. Ну, то есть нет в нем какой-то искры, понимаете? А вот тут хотя бы интересно слушать, вслушиваться в звуки. Вау, слушайте, когда слушаешь это с закрытыми глазами и пытаешься вайбовать, очень-очень такие мурашки накатывают. Так. Мгм. Да, действительно. То есть если у меня нет полного погружения именно в наушниках, да, потому что я сейчас слушаю музыку вместе с вами через вот эту чудесную колоночку JBL, я пытаюсь вот закрыть глаза и вот как-то вот, знаете, погрузиться в этот мир, то есть куда-то там. Ну, вот знаете, как ты закрываешь глаза, или Winamp. Вот раньше был видео Music Player, вот этот вот, который включаешь музыку на компе, да, на Windows XP, и там вот эти вот картинки, вот эти вот начинаются, вот всякие генерируются, да, под музыку. Вот то же самое я закрываю глаза и пытаюсь вот эти картинки для себя сгенерировать под эту музыку. И это на самом деле работает, потому что я чувствую мурашки. И этот проект очень хочу проиграть именно от и до закрытыми глазами в наушниках. Так, нагнетение идет, нагнетение. Знаете, какую атмосферу я сейчас прочувствовал? Вернее, какая картинка у меня в голове всплыла. То есть я сейчас закрываю глаза, слушаю вот это, и у меня в голове какая-то такая, знаете, вечерняя дорога, где вот эти вот лампы, да, они искрятся, потому что кто-то выбил эту лампу нахер. И вот искры, вот эти вот это вот, да, вот звуки. Плюс ко всему идет дождь, и вот вокруг какой-то шум, то есть происходит. То есть либо толпы людей, да, либо, я не знаю даже что, либо очень сильный дождь. И вот какое-то нагнетение именно идет за счет вот этих и вот эти искры. Я вот прям вижу и слышу эти искры от ламп, от проводов, да, от лепки какой-нибудь там, которую тоже перерезали, и она там искрится. Вот именно у меня вот такое вот ощущение. То есть я вот эти картинки вижу для себя именно в этом треке. Вот оно, электричество. Вот эти искры. Трек был полностью без текста, но, не знаю, я бы не сказал, что мне тексты нужны, да, вот в такой музыке, но они придают какой-то перчинки. Хотя вот опять же, украшают ли тексты такие композиции? Я не знаю. Возможно, где-то да, возможно, где-то нет. То есть зависит от трека к треку. Трек слишком такой длинный, я понимаю, что это путешествие, но если слушать его, наверное, фоном, то да. Ну, вернее как.
если слушать его именно целенаправленно, чтобы послушать, да. Но просто так его, наверное, захочется перемотать. Хотя я не знаю, можно ли просто так слушать такую музыку, потому что у меня именно должно быть такое, знаете, специальное настроение, чтобы включить вот такую долбежку или какие-то вот эти гличи, все вот это вот переработанное. Прям вот, у меня есть специальный плейлист Spotify, да, я оставлю ссылочку на всякий случай, если кому-то интересно заглянуть, что я слушаю. Вот из гиперпопа, глич-попа и вот этого всего, да, баблгам-попа. Как раз-таки вот именно вот этот трек, он очень длинный и именно для путешествия идеален. Для путешествия по музыкальным каким-то сферам, да. То есть ты включил его и плывешь. Вот, но я думаю, что все-таки он немного затянутый. Вау, мне очень нравится именно момент, что это как будто, знаете, пережеванная пленка, которую пытаются крутить быстрее. Вот когда кассеты, такое было с кассетами, по-моему, да, или с дисками в моей молодости, в моем детстве, я бы сказал, да. Когда ты кассету быстрее крутишь, то она звучит как зажеванная. Мне нравится, что это звучит как игра. Вот. Дыхание такое интересное. Вау. Вот и выстрелы. Slow down a little bit. Вау, это звучит как... Не смейтесь, хотя не хейтите скорее меня. Я в том числе вырос на FNAF франшизе Five Nights at Freddy's. И мне это напомнило финальную мелодию. Вообще это очень жутко и звучит классно. Ох, у меня мурашки пошли прям. Слушайте, становится все интереснее и интересней. Electro-Rex. Мне нравится название. Мы вернулись к текстам. Флоу подъехала снова. Так, стоп. Мы перешли к тому самому Ripples. Но перед этим хочу сказать пару слов о Rex, да, Electro-Rex. Очень нравится такая обработка. Гличевая. Я не знаю, вот глич. Все, мне это слово на ум пришло, вы будете слушать его все видео оставшееся. Заедающие вот эти вот какие-то эффекты, очень искаженные, как будто, знаете, переработанные. Вот взяли вокал, да, наложили на него несколько слоев, этот сделали на максимум децибелов, да, этот сделали как через телефонную трубку, этот там, я не знаю, вот здесь вот передвинули вот тут вот сюда, вот как-то вот так вот сюда, этот вообще инвертировали, и вот это все в одну дорожку, еще какой-то фильтр туда наложили, да, то есть вот какой-нибудь вокодер. То есть, понимаете, это все очень вписывается в музыку, которая здесь на фоне. То есть, как конкретно, опять же, тут голос, вот в частности, с Дорином Электрой, да, как в частности бывает с Charli XCX, голос превращается в инструмент. Вот очень интересно наблюдать за такими музыкальными произведениями, и вот конкретно трек Electro-Rex я хочу даже добавить в свой плейлист прямо сейчас, Гипер EDM, который я назвал. Ну, собственно, я вам его тут уже прорекламировал, собственно. Начинается. Вау, мне очень нравится, как это звучит. Все-таки это, возможно, не был самый разрывной разрыв, который я ожидал. Ну, на самом деле, да, были треки, которые впечатлили меня больше на этом релизе. И поэтому я, в принципе, придерживаюсь мнения, что не нужно доверять ничему, мнению, каким-то, тем более, каким-то, знаете, критикам особенно. Когда ты слышишь это все, читаешь и понимаешь, что где-то что-то восхваляют, ты это идешь слушать, и тебе не нравится. И ты думаешь, а что здесь хвалить? А где-то наоборот. Обсирают, говорят, что это какое-то
второсортное музло, да, что это переработанный материал, который вообще не интересен, ни в ногу со временем, и так далее, 0 из 10, да. А ты слышишь это и понимаешь, что да какая нахер разница, тебе это нравится. И критики, пусть они критикуют дальше, то есть, ну вот, я именно так отношусь к позиции критиков, потому что их бремя критиковать. Я критиковать не люблю, потому что я сторонник того, что если музыка мне не нравится, она просто не моя. Ну да, бывает музыка, сделанная халтурно, бывает полная копирка. Есть вещи, которые я осуждаю. Опять же, допустим, прямой плагиат. Но при всем при этом это все равно не делает музыку плохой. Потому что изначальный трек, допустим, может быть хорошим, да, и трек, который из него получился, да, у кого-то, тоже может быть хорошим и тоже может зайти. То есть здесь дело вкуса, морали и именно что от человека к человеку не приходится. В случае с Аркой, мне кажется, что первый релиз на меня произвел большее впечатление за счет того, что он был как бы первооткрывателем. То есть он взял на себя роль такого опенера для меня. То есть я послушал, охерел, потом вернулся и забрал себе какие-то треки, то есть и начал в это погружаться. Сейчас меня как бы уже не удивишь, да, скажем так, я уже повидал виды, поэтому, наверное, для меня это не такие вот разрывы. Но я еще переслушивать буду, вы имеете в виду. Сейчас я просто воспринимаю это и слышу, что там есть что послушать. Самое главное, что релиз не дает тебе заскучать. Я хочу, чтобы, когда я слушал это в наушниках, я надеюсь, там будет эффект такой, что типа нами. Вы знаете, вот такое, когда вот именно вот в ухо то одно, то другое выводит вот этот вот звук. Я не знаю, ну, я знаю, как это делается, и это звучит всегда очень наполненно. Ну, не тогда, когда у тебя, конечно, один наушник не работает, это не мой случай, вот, но... Вау! Вау, вполне себе умеренный, но опять же, здесь вот это вот, то есть вы чувствуете, как оно вплетается просто вот в сам трек и становится вместе с ним одним целым. Ну, то есть вот это и есть трек. То есть здесь нет, не разобрать какого-то голоса именно конкретного, да, здесь нет именно чего-то, что выделяется среди всего прочего. То есть ты слушаешь это как цельное полотно. Вот я сейчас смотрю на обложку альбома этого, да, и я понимаю, что здесь какого-то главного элемента, возможно, и нет. Ну вот есть арка, у которой 2 головы, но при этом ты начинаешь погружаться, ты знаете, как картинки, когда ты, типа, чем ты дольше на них смотришь, тем страшнее они становятся. То есть там всякие детали вот появляются, то есть ты смотришь на них и начинаешь замечать разное. Вот то же самое здесь. И на каждой обложке такой эффект. То есть ты вот смотришь, и ты видишь все больше и больше. Чем больше ты смотришь, тем больше ты видишь. В этом и прикол, что у нас есть не только именно альбом, в котором можно что-то разглядеть, но даже сама обложка как бы тебя на это наталкивает. Сеньорита. Сеньорита. Нифига себе. Погодите, а тут, по-моему, у нас уже цельный текст. Хо, неожиданно. Давайте заново. Мне нравится начало. Окей. Я на текст смотрю, если что. Вау, инструментал мне очень нравится. Слышите вот это вот? Бензопила? У меня тут мурашки пошли. Йоу! Капец меня раскачало. Я, знаете, так прям... Оу, ребят, это лучший трек с этого альбома. Пока что очень so far, как говорится. The best track from this project so far. Я пытаюсь говорить на английском, потому что, мало ли, скорее всего, меня смотрят и с разных стран. Ведь все-таки Арка — это такая артистка, которая привлекает музыку, вернее, музыка, которая привлекает разных
людей, да, к прослушиванию. Собственно, это я понял, когда посмотрел просто статистику того, кто смотрит мои видео. Как я люблю говорить, что эмоции — это международный язык, которым мы обмениваемся друг с другом, и это очень круто в плане реакции, когда ты можешь свои эмоции по всему миру просто вот так вот, да, распространить, и кто захочет, тот их найдет, получит и, возможно, даст тебе фидбэк в виде комментариев на испанском, на английском, на еще каком-нибудь языках, и это уже было, и мне это очень всегда греет душу. Так издалека, знаете. Вау, столько всяких деталей здесь. Опять же, тут много везде деталей всяких. Я просто к тому, что это нужно подмечать постоянно. Здесь не просто какая-то странная музыка. Вы прикиньте, вы же сидите, да, вы делаете эту музыку, и вы целенаправленно вставляете туда звуки. Вы придумываете, какие звуки куда вставить, где это должно находиться как эхом, да, где это должно вплетаться в трек, где это должно быть на заднем плане, да, где это должно выходить то вперед, то назад. И при этом и всем это эффекты, это звукопись. Мне очень интересно теперь увидеть все проекты, услышать. Естественно, я это сделаю, но у меня не было энтузиазма прям должного, да, до тех пор, пока я не сел снимать эту реакцию. Как обычно, аппетит приходит во время еды. Ничего нового. Вы слышите? Ну вот просто куча всего. Наушники, ребят, только наушники. Это вот я еще слышу хоть что-то здесь, но, блин, этого недостаточно. Я чувствую, что этого недостаточно. И, в принципе, с такой музыкой этого никогда недостаточно. Даже если вы на колонках врубите, иногда круто вот это вот все, но в наушниках это совершенно другой экспириенс. Вот я же говорю, тихо, что-то там, что-то на заднем плане, где-то что-то вот тут, где-то что-то там. Вы понимаете? Если честно, я завидую такому продюсерскому навыку. Я то, что хочу писать музыку. Я, в принципе, хочу писать музыку. Возможно, когда-нибудь я начну. Вот. Но просто очень хочется именно понять, как это создается. Как на это вообще хватает фантазии. Вот. Ну, потому что звучит, может быть, это для кого-то не связано, но если ты понимаешь, что это музыка, это не просто там вот, знаете, вот по клавишам понажимать, где-то вот тут понакрутить, ты начинаешь восхищаться трудом, который проделан был на этом проекте, да, на альбоме и так далее. То есть у меня лично это вызывает большой неподдельный интерес, как такое делать и что это все значит. Вот, потому что, в случае с аркой тут неспроста все. У нее бывали какие-то просто цельные проекты. Я помню, там часовой проект они вместе с Софи делали, да. Потом какой-то трек отдельный взяли из Kick Eye, и на него просто 100 версий этого трека. Вот, и это все один большой альбом, который лежит на Spotify и на других стриминговых платформах. То есть вы понимаете, о чем я говорю? Электронная музыка, в принципе, редко, наверное, когда не имеет какого-то подтекста, именно вот такая экспериментальная. Потому что если EDM, там все понятно. Качать клубы, Ибица. То есть здесь именно нужно к этому подходить не просто творчески, нужно попробовать понять, что это вообще значит. То есть, если ты не понимаешь, что это значит, то ты, скорее всего, не проникнешься. Вот я сейчас просто слушаю и знакомлюсь с этим. Но мне хочется именно понять, что за собой скрывают все эти... И понимаете, их же несколько частей. Вот я к чему. Что здесь не просто вот выкатила альбом Арка, да, и такая, типа, все, слушайте. А это вот именно вот какая-то экспрессия. Здесь одна, здесь другая, какие-то оттенки. Короче, я не критик, но я могу сказать так. Может быть, я ничего сейчас и не понимаю именно в смыслах, но как это звучит, мне нравится. Опять дыхание. Мне нравится очень вот эти вот... Так, с нами разговаривает. Итак, мы подошли к финальному треку, который называется «Джоя», и, по-моему, он самый длинный. Нет, не самый он длинный, конечно, но все-таки это такой финал, и могу сказать, да, действительно, тон уже начинает более
скажем так, становиться умеренным, таким замедленным, знаете, вот именно как бы располагающим к чему-то завершающему. Такое было на Kick Eye, я помню, что там именно последние треки, они более человые. Там был трек из Shy Girl и просто, я не знаю, как это описать, мозговзрыв с Софи, но при этом именно к концу альбома Арка решила вывести нас на какое-то эмоциональное плато. Здесь, мне кажется, то же самое, потому что, я не знаю, может быть, это подготавливает нас к другому проекту, который идет следующим, Kick 4. Может быть и нет. Ну, учитывая, что их описывают как более кинематографичные, скажем так, как будто бы на фоне вот этого релиза. Опять же, я не знаю, я проверю это все, напишу вам об этом, но в данной реакции мы об этом не узнаем. Поэтому давайте просто послушаем финальный трек Джоя. Очень напоминает такой Chinese vibes. О, у нас тут появился уже такой, знаете, вокал именно. То есть до этого это был речитатив, это был какой-то флоу. Я не слышал вот на протяжении всего этого альбома именно такого чистого вокала. Возможно, он даже здесь не обработанный. То есть я еще... Сейчас нужно послушать. Вау. Вот эти детали, блин, я не знаю, мне очень нравятся детали. Так, нарастает у нас инструменталочка. Мне очень нравятся эти струнные переливы, которые, да, создают атмосферу, как бы, опять же, какого-то Китая, скажем так, доисторического. Я не знаю, просто как-то пытаюсь вам это все объяснить, потому что для меня это почему-то вот напрочь вот такая, знаете, ассоциация забитая — это Китай. Здесь очень красивые переборы. На фоне очень мягко какой-то ритм секции, именно вот этих битов, да, и этот красиво льющийся голос у нас создают вот именно такое роскошное аутро. Вау, слушайте, мурашки, у меня мурашки идут. О, блин, на заднем плане очень классные. Такой, знаете, длинный очень fade away, но при этом у нас есть инструменты. So, okay, let me explain myself in English, please, for worldwide listeners, real quick. I think Arca's album is a very interesting musical journey because of strange electronic and glitch production. So I'm gonna tell you that this project, I don't know if my emotions were strange or my face was angry or unsatisfied, but this is not what I think. I think this project is very good. So let's continue to talk about this project in Russian. I guess. Да, на самом деле, правда, я хотел ставить эту ставку, сейчас это была такая чистая импровизация, потому что мне показалось, что даже если эту реакцию посмотрит 100 человек, то как минимум некоторые из них будут не русскими, да, вернее, русскоговорящими. И хотелось бы немножечко внести ясности, потому что очень часто бывает, что мои эмоции не дают полной картины. И когда человек без контекста видит мое выражение лица, он может не понять, что на самом деле мне что-то там понравилось. Вот, поэтому решил объяснить. Ну и для тех, кто понял английский, я вас поздравляю. Для тех, кто не понял, скажу еще раз. Это очень интересный проект. Именно с точки зрения погружения, такого путешествия, да, journey, то есть именно что musical journey, the full musical journey. И я очень сильно хочу именно погрузиться от первой части до пятой. То есть я именно хочу послушать с первой части по пятую, чтобы это было непрерывно. Я не знаю, когда я найду на это столько времени, мягко говоря, но это должно произойти. И когда это произойдет, я напишу вам в своем сообществе, в Ютубе, как я это сделал с фильмом «Холзи». Да, я затянул, конечно, очень сильно, тем не менее, там ревью появилось, ну, мое мнение, вернее. Поэтому на альбомы Аркины, вернее, на ее проект целый, да, Kick. Вау, за окном снег красиво пошел. В общем, я обязательно напишу какой-то отдельный пост. Я не знаю, когда это будет, но это будет 100%. Поэтому ждите, чекайте, если вам интересно. Я был действительно рад снять эту реакцию для вас, послушать вместе с вами, потому что зачастую есть реакции, которые я считаю, что они очень сухие, странные, а есть реакции, на которых я реально получаю удовольствие при прослушивании, при их съемке из-за того, что там есть интересное наполнение, есть что обсудить, есть как к чему прислушаться и так далее. Вот, пишите свое мнение по поводу этого альбома.
Реакцию я уже, кстати, анонсировал на своем сообществе в YouTube, поэтому да, оно функционирует и, в частности, для того, для чего я и хотел оповещать вас о каких-то своих планах на видео. Поэтому переходите туда, смотрите, что как, чекайте, ну и пишите свое мнение обязательно в комментариях к этому видео. Что вы думаете по поводу арки, по поводу этого проекта, да, в частности, Geek 3, и по поводу других проектов, если вы их слушали. Ну а мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока.